Приветствую вас, дорогие весы! Меня зовут Анжелика, и вы на канале Таро и Жизнь. Сегодня делаю расклад на тему, что вас ожидает в личной жизни весной 2026 года. Расклад подходит и для мужчин, и для женщин, и для тех, кто в паре, и для тех, кто не в паре. Ну а если вы еще не успели посмотреть ваш прогноз на март 2026 года на моем канале, то ссылка для просмотра вверху. Пожалуйста, вы можете перейти и посмотреть. Я думаю, там много будет полезной для вас информации. Ну а теперь весна, любовь, личная жизнь. Давайте начинать. Начнем мы с того, что посмотрим по каждому месяцу отдельно. Итак, как будет развиваться ваша личная жизнь, что вас ожидает в личной жизни в марте 2026 года. Далее смотрим, что вас ожидает в личной жизни в апреле 2026 года. Ну и, соответственно, что вас ожидает в личной жизни в мае 2026 года. Далее посмотрим, к чему готовит вас судьба в личной жизни весной 2026 года. Также, но на другой колоде давайте посмотрим неожиданности для вас в личной жизни. Но будем мы смотреть на оракуле Ленорман. Итак, неожиданности, которые ожидают вас в личной жизни весной 2026 года. Также на другой колоде посмотрим сюрпризы, которые вас ждут в личной жизни весной. Итак, сюрпризы для вас. Ну, еще одна карта будет. Итак, совет для вас. То есть, как вам стоит себя вести, чтобы сохранить, укрепить или развить ваши отношения весной 2026 года. Так, я вижу, что, похоже, сдвинулся штатив. Так, ну и давайте будем начинать. Итак, март 2026 года. Что вас ожидает в личной жизни, как будут развиваться ваши отношения, какие здесь события могут происходить, и выпадает у вас паж пентаклей. Для тех, кто в паре, кто в семейных долговременных отношениях, эта карта говорит о том, что появляются какие-то новые цели у вашей паре, и вы стремитесь то ли заработать на реализацию этих целей, то ли разрабатываете какие-то новые планы, но в целом здесь можно говорить о том, что романтики будет не очень много, но зато, вот знаете, стремление делать совместно какие-то ваши дела, идти навстречу, сближаться, заботиться друг о друге, делать какие-то подарки, оказывать знаки внимания, и стараться создать такой вот максимальный комфорт в ваших отношениях. Вот на это будут направлены усилия. Это не значит, что вам будет плохо, что там, допустим, мало романтики по пажу пентаклей. Эта карта говорит о том, что просто вы заняты вкладом в ваши отношения, и вот именно в марте этот вклад будет выражаться скорее в материальной стабильности, либо же в том, чтобы накопить какую-то сумму денег для того, чтобы потом что-то реализовать, что-то купить, что добавит опять-таки комфорта, либо в ваш быт, либо в вашу жизнь, либо опять-таки в ваши отношения. Также обратите внимание, для тех, кто в паре, паж пентаклей может отыграться как рождение ребенка, забота о детях, либо же может быть весть о беременности. Ну, а для тех, кто не в паре, паж пентаклей говорит о том, что да, могут быть знакомства. Может быть и знакомства, кстати, по переписке. Может быть знакомства, где-то вы столкнетесь, допустим, на улице и познакомитесь. И в целом эта карта говорит о том, что да, будет заинтересованность, будут встречи, общение, свидания. Вы будете сближаться, у вас будут общие интересы. И даже здесь могут появиться и какие-то вот общие дела или общие планы. Ну, романтики, опять-таки, здесь не очень много, но взаимный интерес все равно будет присутствовать. Ну, давайте смотреть далее. Далее это апрель. Что здесь ожидает вас в личной жизни, в отношениях. И выпадает туз мечей. Это карта таких решительных действий, инициативы. Это карта планов. И вот для тех, кто в паре, кто в семейных долговременных отношениях, она может отыграться, как появляются новые планы, появляются какие-то новые идеи. Возможно, вот вы будете объединяться ради реализации этих идей, либо этих планов. Очень будет активна идти мыслительная деятельность, и вы будете очень решительны в достижении ваших целей.
Но в то же время важно еще понимать, что туз мечей — это всегда желание убрать из своей жизни то, что не нужно. Отсечь, скажем так, главное от неглавного, отсечь вообще все, что не важно в вашей жизни. И эта карта еще, которая указывает на то, что будет желание что-то прояснить. Поэтому в отношениях для тех, кто в паре, эта карта говорит о том, что может быть желание выяснить отношения, прояснить что-то в отношениях. Может быть, знаете, как желание снять розовые очки, избавиться от каких-то иллюзий. И все это будет идти через такое решительное желание все поставить, скажем так, по своим местам, все расставить точки над «и». И это может быть вот такое обострение в отношениях, причем вполне вероятно обострение в отношениях такое, которое доходит до предела, и желание отстаивать свои интересы, четко прояснять любую неоднозначность, четко пресекать что-либо, что не нравится. И если, допустим, в ваших отношениях будет резкое желание прервать эти отношения, то, безусловно, по тузу мечей вы это можете сделать, не задумываясь. Настолько будет велика решительность. Потому что если вторая половинка, допустим, не дает вам какой-то вот конкретики, увиливает, например, или вашей второй половинке есть что скрывать, то, безусловно, вас это будет сильно раздражать. Потому что по тузу мечей очень нужна конкретика. Если же эту конкретику не получите вы, то это будет порождать напряженность, это будет порождать желание, знаете, как добиться своего, узнать что-то. И вот если что-то не устраивает, то, как говорится, одним махом отсечь то, что вас не устраивает, либо разрубить вот этот вот узел, который, опять-таки, вас не устраивает. Может быть желание резко решить какие-то проблемы. И это не обязательно проблемы в отношениях. Ну, допустим, резко избавиться от кредита, да, и направить все силы на то, чтобы погасить кредит. Или же совершить какое-то другое резкое, допустим, движение. Или, может быть, резко, допустим, реализовать идею, открыть какой-то бизнес или еще что-то. Вот если вы объединяетесь вот в этом порыве реализовать идею, и вы готовы на решительные шаги, то это будет для вас очень хорошо. Тем более, что в апреле это очень благоприятный период. Уже не будет коридора затмений. Он практически, этот коридор затмений, не будет так сильно вот действовать. Уже не будет ретро-меркурия. Планеты будут в прямом движении. То есть это время, когда можно реализовывать, и это время такой очень хорошей, интенсивной, интеллектуальной работы, когда вы можете очень многое сделать, когда вы можете прийти к победам, к достижениям, но при этом реализовав себя, скажем так, для достижения ваших целей. Почему так говорю? Потому что на дне колоды здесь еще старший аркан сила, а сила всегда говорит о победе. Но о победе при условии, что вы проявите вот эту вот силу намерения для достижения реализации ваших идей. Поэтому вот если объединить эту силу, объединиться ради какой-то интеллектуальной работы вдвоем, то вам будет и интересно, и не будет желания конфликтовать. Если же нет, то да, могут быть здесь конфликты и готовность к решительным шагам и действиям. Поэтому туз мечей для кого-то, для кого действительно уже там все накалилось, есть масса проблем, есть неудовлетворенность в отношениях, может отыграться и как расставание, даже развод. Но скорее по тузу мечей это не будет неожиданно. Скорее это будет, как знаете, назревало, накопилось, или накипело, и вот вышло, как говорится, наружу. Поэтому здесь, конечно же, нужны еще и здравые, взвешенные решения. И прежде чем рубить с плеча и что-то отсекать, нужно подумать, действительно ли вы этого хотите. И можно ли исправить ситуацию в вашей паре так, чтобы все пошло по лайт-сценарию. Для тех, кто не в паре, туз мечей может отыграться как очень неожиданное знакомство. Неожиданное в чем? Допустим, человек, который вас будет раздражать, а потом все-таки у вас появится интерес взаимный. Либо же это может быть так, что вы уже знакомы с этим человеком, то есть, допустим, коллега по работе, с которым вы работаете, но постоянно у вас происходят какие-то стычки. И вот в апреле вы вдруг найдете общий язык друг с другом. Может появиться и такое, что знакомство начнется именно с каких-то жестких разборок, ссор каких-то. И далее, допустим, эта энергия бурлящая, да, очень такая мощная энергия, она перерастет в желание проявить инициативу и узнать поближе этого человека, который вас так зацепил. Поэтому здесь может быть знакомство. Единственное, что если, допустим, вы по стихии вода или, ну, по водной стихии, ваш знак зодиака, то скорее здесь будет сложно строить отношения, потому что совершенно разная энергетика.
Но, тем не менее, знакомство никто не отменяет. Ну, давайте далее смотреть. Далее май, что ожидает вас в личной жизни, что ожидает вас в отношениях, и семерка жезлов. Карта борьбы. Причем такой, знаете, напряженной борьбы. Опять-таки, эта карта может быть противостояние друг с другом, желание отстоять свою точку зрения, настоять на своем. И вот для тех, кто в паре, кто в семейных долговременных отношениях, это достаточно напряженный период, когда вы защищаете свои интересы, какими бы они ни были. Ну, например, ваш интерес – это что вы не обязаны, допустим, мыть посуду. Вы будете там четко это отстаивать в мае месяце. Или же, может быть, ваш интерес, что вы, к примеру, имеете там право тратить какую-то сумму денег или еще что-то. Это может быть любая мелочь, которая будет вызывать в вас желание спорить. И это может приводить к тому, что любые вот ссоры, споры, они будут восприниматься вами очень ожесточенно. То есть вы не готовы будете идти на компромиссы, вы будете воспринимать свою вторую половинку как какую-то угрозу и будете вот защищаться в буквальном смысле слова от своей второй половинки. Но может отыграется совсем иначе. Ну, например, кто-то лезет в ваши отношения, кто-то из родственников, там, из соседей, из друзей, и начинает рассказывать о вашей второй половинке какие-то там сказки, небылицы, или же поучать вас, как вам нужно жить, и так далее, и так далее. В этом случае вы уже тогда либо объединяетесь с вашей второй половинкой и защищаетесь от этих, скажем так, доброжелателей в кавычках, либо же вы защищаете именно свою вторую половинку и право жить той жизнью в ваших отношениях, как вы себе это представляете, а не так, как это вам рекомендуют вот эти доброжелатели. Ну, а для тех, кто не в паре, семерка жезлов говорит о том, что вы не готовы к отношениям, вы не готовы знакомиться, вы не готовы в мае развивать отношения с кем-то. И здесь может быть такое, что, допустим, в предыдущих отношениях вы разочаровались. Может быть такое, что у вас какие-то другие дела, планы и заботы, и вам не до знакомств, не до отношений. То есть здесь причины могут быть разные, но сама суть этой карты – это то, что вам не хочется с кем-то знакомиться. Вы не хотите на это тратить свои силы, энергию и время. Ну, давайте посмотрим неожиданность, которая вас ожидает. И здесь вот карта книга. И эта карта говорит о какой-то неизвестности, тайне. Но книга в данной вот карте, она открыта, соответственно, здесь может выйти наружу какая-то скрытая тайна, скрытая информация, в результате чего и будет желание что-то прояснять. Вы с чем-то столкнетесь, что-то прояснять. И вот это вот прояснение может, скажем так, подкорректировать ваши взгляды на ваши отношения. Может говорить и о том, что была какая-то скрытая тайна у вашей второй половинки, и это не обязательно должны быть отношения на стороне. Это может быть, к примеру, ваша вторая половинка потратила какую-то часть денег на подарок вам, допустим. И вот в какой-то из месяцев вам об этом расскажет, и вот эта тайна откроется. Может быть, здесь будет что-то другое. Ну, то есть карта говорит о том, что вот для тех, кто вот в длительных отношениях, в паре, в семейных отношениях, да, выйдет наружу какая-то информация. И вам с этой информацией нужно будет либо жить, либо принять, либо что-то вы будете прояснять. Возможно, вам покажется, что этой информации мало, вы будете прояснять. Либо же кто-то вам, знаете, будет открывать какую-то информацию, вы будете тогда вот защищать свои отношения. Здесь может и так отыграться. Может быть и так, что весной, допустим, будет много чего-то вот неясного в отношениях, или же скрытого в отношениях, или, может быть, вы сами по себе недоверчивы, и вам все время кажется, что от вас что-то утаивают, и вы все время вот ищете информацию, и все время желаете что-то прояснить, потому что вот есть какие-то, знаете, там предчувствия, да, что-то себе надумываете. Для тех, кто не в паре, вот эта вот карта говорит о том, что может быть знакомство, но здесь скорее сначала это знакомство начнется вот как общение просто. Может быть, общение по переписке, может быть, это как какие-то вот встречи, когда вам интересно друг с другом, вас объединяет какая-то вот информация, опять-таки, ну, то есть какой-то вот интеллектуальный интерес, там, интересно общаться, интересные какие-то интеллектуальные беседы проводить вместе. А потом уже карта-книга может отыграться как желание прочитать этого человека, да, раскрыть его душу, раскрыть книгу его души, прочитать этого человека и побольше о нем узнать. И вот если действительно вы сможете прочитать эту книгу, да, вам будет очень интересно вместе по этой карте. Но давайте смотреть далее, к чему готовит вас судьба.
весной 2026 года. Здесь у вас очень хорошая карта, десятка кубков. Она готовит вас к тому, что для тех, кто в паре, опять-таки, кто в семейных долговременных отношениях, что вопросы семьи будут выходить на первый план. И вполне вероятно, вам нужно будет осознать, насколько вам дорог тот человек, с которым вы вместе и с которым у вас есть отношения, насколько дороги вам эти отношения, ваша семья, ваши планы на будущее, ваши дети в том числе, если у вас есть дети. И независимо от того, какая информация откроется, либо придет, либо кто-то вам будет сообщать эту информацию, вы все равно на первый план будете ставить свою семью и своих родных и любимых. И вот здесь, к чему готовит судьба, я бы, наверное, в данном раскладе говорила о том, что, опять-таки, не рубите с плеча, защищайте ваши отношения. Ну и ищите общие интересы, планы и идеи, которые будут объединять вас. Для тех, кто только встречается, десятка кубков, конечно же, говорит о том, что к чему готовит судьба, это к тому, что будут и признания в любви, предложения руки и сердца, помолвки, свадьбы. Очень интересный, насыщенный период, когда вы понимаете, что вы хотите быть вместе, и это не просто встречи, это уже умение и желание нести ответственность друг за друга. Это умение и желание создавать семью и создавать ее на длительный период, то есть это долговременные отношения. Для тех, кто не в паре, конечно, десятка кубков говорит о том, что очень скоро в вашу жизнь войдет человек, который станет вам дорог. Как я говорила, вполне вероятно, это начнется именно с дружбы, но далее интерес будет взаимным и перерастет в нечто большее. Теперь посмотрим сюрприз для вас. И здесь вот старший аркан суд. У вас это первый старший аркан, и, соответственно, в плане сюрприза здесь будут какие-то очень хорошие перемены, скорее радикальные перемены, но они к лучшему. И вот суд, он всегда очень отыгрывается масштабно. Для тех, кто действительно понимает, что рядом уже не могут находиться, как я говорила, по тузу мечей, здесь будет желание что-то прояснять, и, скорее всего, это уже накопилось, это не внезапно произойдет, а это просто идет к своему логическому завершению, то суд может отыграться как освобождение от отношений. И вот это освобождение восприниматься вами будет как возможность начать что-то новое в вашей жизни, открыться навстречу новым отношениям. И вы будете очень рады этому. Да, это странно, возможно, звучит, но вы будете рады. Для вас это как обновление и новые возможности строить более, скажем так, удачные отношения. Для тех, кто, ну, мало ли, там ссорятся, люди мирятся, все бывает в отношениях. Так вот, для тех, кто ценит отношения, кто не собирается расставаться, да, будут какие-то здесь конфликты, что-то проясните для себя. Вот для таких пар суд говорит о том, что вы переоцените ваши отношения, вы придете к тому, что ваша семья, ваши родные, любимые, они вам дороги. И в этом случае суд отыгрывается как обновление отношений, когда вы находите возможность не только что-то прояснить, но и строить отношения на новом уровне. И в этом случае это, знаете, как возродить отношения на новом уровне и принимать свою вторую половинку такой, какая она есть. Искать компромиссы, возможно, либо же устанавливать новые правила ваших отношений, либо вашей семейной жизни и так далее. Для тех, кто не в паре, суд, как сюрприз, несет вам возможность встретить свою вторую половинку. И в этом случае по суду это будет человек, который в буквальном смысле слова вдохнет в вас уверенность в себе, уверенность в том, что все будет хорошо в вашей личной жизни. Это человек, который опять-таки послан вам свыше, и это человек, который будет вас дополнять во многом. И это будет очень важная, судьбоносная, можно сказать, кармическая встреча для вас. Так что вот такой вот расклад. Давайте посмотрим. Хотя, вы знаете, я здесь что хочу еще сказать. Обратите внимание, на дне колоды здесь карта птицы. И птицы, и в том числе карта совы в Ленорман, они говорят о том, что действительно могут быть и сплетни, может быть какая-то вот информация, которую вам будут доносить. И вот эту информацию, знаете, как говорят, фильтруйте. Фильтруйте и не воспринимайте все вот так буквально, потому что всегда задавайте себе вопрос, а почему этот человек говорит мне эту информацию, для чего, из каких своих таких соображений. И выгодно ли вам услышать эту информацию. Но и также вам хочу показать на дне колоды здесь рыцарь кубков. Это карта любви и романтики. И, возможно, эта карта говорит вам о том, что
Вполне вероятно, добавив заботы, любви, романтики, а возможно, даже куда-то вот уехав, скажем так, от чужих глаз, от чужого влияния, вы сможете восстановить ваши отношения иначе, и вы сможете, скажем так, восстановить вашу любовь в том числе. Ну, а теперь давайте посмотрим совет, и совет от карт для вас, что вам нужно весной сделать, чтобы развить, укрепить ваши отношения. И выпадает двойка мечей. И, как вы видите, это карта такого как бы раздумья, да? И карта говорит о том, что весной у вас будет два варианта. Один вариант, возможно, разрушить отношения, а другой вариант сохранить. Или один вариант решительно что-то прояснять и защищать, к примеру, там свою какую-то позицию, а другой вариант не спешить. И вот карта говорит о том, что не стоит торопиться, не стоит рубить с плеча. Нужно прислушаться к себе, нужно совместить как бы вот несколько разных вариантов, продумать эти варианты, как вы будете решать какие-то вопросы, что вас ожидает после этих вопросов. И вот не торопиться. И в лучшем случае по тузу мечей либо выждать или, скажем так, переждать какие-то, к примеру, сложные периоды вашей жизни или сложные, допустим, месяцы, или же найти компромисс. Ну и, безусловно, по двойке мечей вам нужно будет эмоциональное равновесие, потому что по тузу мечей, что по семерке жезлов здесь, скорее вот эмоционального равновесия не будет. По тузу мечей не в том плане, что вы там будете в истерике впадать, а в том плане, что здесь очень большая энергия решительности. Вот я возьму и сделаю, никто меня не остановит, и слушать я никого не буду. А здесь большая энергия вот этой, знаете, защиты, и человек тоже не хочет прислушиваться к тому, что ему говорят. Поэтому в первую очередь успокоиться, а потом уже взвесив все за и против, не спеша, прислушавшись к себе в первую очередь, продумав разные, скажем так, варианты развития ситуации после ваших каких-то вот поступков, только после этого принимать какие-то решения, либо же переждать. Вот такой вот совет для вас. Каким советом вам лучше воспользоваться, безусловно, все зависит от того, в каких отношениях вы находитесь. Так что все, скажем так, примеряйте к себе. Ну и вот такой прогноз получился для вас, дорогие весы, на весну 2026 года, касаемо вашей личной жизни. И хочу в завершении сказать, что каналу Таро Жизни в марте исполняется 5 лет. По этому поводу я уже объявила акцию на личные расклады. Будут скидки, ну точнее они уже есть, поэтому вы можете обратиться, заказать расклад по скидке приятной, если вы давно уже это планировали, но, может быть, и цена вас не устраивала, сейчас есть такая возможность. Ну, а заказать личный расклад вы можете по email, который вы видите сейчас на экране. Также ссылка на мой email есть внизу под каждым видео. Вы можете скопировать мой email, вставить в адресную строку вашего письма, выслать ваш запрос, и я вышлю всю необходимую информацию. Ну и, конечно же, я буду рада вашей подписке на канал Таро Жизни. Буду очень-очень рада новым подписчикам. Присоединяйтесь, если вам со мной интересно. Ну а я благодарю всех за просмотр, вашу подписку, лайки и комментарии. На этом все. С любовью, ваш таролог Анжелика. Всех обняла. Пока-пока.